Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов и располагаются на главной странице канала. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо вам большое за ваши теплые слова, за вашу поддержку, за ваши отзывы и комментарии. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, мы с ними уже работали, на канале есть узорчики с такими ниточками, именно с такой палитрой. Ну и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите, летняя, зимняя, демисезонная. Один и тот же узорчик по-разному смотрится из разных ниточек. У меня сегодня будут вот такие вот интересные ниточки. Новички, кто еще с такими не работал, смотрите, называются они Alize Super Lana Classic. Видите, и здесь получается батик подписано, что дизайн батик. То есть вот такое вот интересное секционное окрашивание. И на камеру передается так, как оно есть на самом деле. Итак, смотрите. В моточке в 100 граммах находится 280 метров. Это, конечно, не моточек, это уже половинка, так скажем, моточка. По составу, что это за ниточки? Смотрите, 75% акрил, 25% это шерсть. И нам советуют производители, сейчас найдем, нам советуют производители, вот, смотрите, видите, брать крючок от 3 до 4. Конечно, в любом случае, любая секционная пряжа хорошо смотрится, если вы вяжете спицами. Лицевая гладь и уже красиво. Нам крючковязом тоже хочется попробовать, поэтому берем крючки. У меня сегодня это будет 3. Я вязала данную пряжу 3, в принципе, вполне нормально. Вот, вы точно так же изучаете свою пряжу, рекомендации производителя по поводу крючка и подбирайте под свою плотность вязания. Какое правило? Если хотите, чтобы воздушное было более вязание, да, воздушное, нежное, то вы берете крючок, естественно, потолще. Если хотите, чтобы был плотный узорчик, то крючок потоньше. Вот такие вот особенности. Ничего сложного. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется всего лишь только 2 петельки. Давайте наберем, например, 30 воздушных петель, и 1 воздушная петелька будет для того, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого я буду набирать сегодня 31 воздушную петельку, ну а вы набирайте сколько вам будет угодно. Итак, для начала все как всегда. Идет у нас петелька фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Теперь смотрите, что мы делаем. 1 воздушная петелька. Отсчитываем от крючка 2 петельку. Раз, два. Во 2 петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Это столбик без накида. В следующую петельку цепочки по порядку нырнули, вытянули ниточку и 2 петельки провязываем вместе. Столбик без накида. И в следующую, и во все последующие вот так вот по порядку шагаете, так, не пропуская ни одну петельку, аккуратно следите и провязываете столбики без накида. Это уже начинается наш узорчик. То есть это не вспомогательный ряд, а уже мы провязываем узорчик. Вот. И сами, естественно, себя контролируйте. Количество по итогу столбиков без накида должно быть у вас ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть вот в моем случае, если я набрала 31 воздушную петельку, у меня должно получиться 31 столбик без накида. Первый ряд всегда провязывается чуть медленнее, чем все остальные. Опытные мастерицы можете подтвердить мне это в комментариях. Вот, так что новички, не тушуйтесь, потихонечку со своей скоростью аккуратненько провязывайте столбики без накида. Давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. Тоже несложно. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики без накида, все ровненько, аккуратненько. Итак, идем дальше. 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь смотрите внимательно. Накид. Вот во 2 столбик мы нырнули,
вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, накид, столбик 1 пропустили, в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь у нас 3 петельки на крючке. Мы их все вместе, оп, и провязали. У нас получилось, что 2 столбика с накидом, с общей верхушкой. Теперь смотрите, накид. Смотрите, первый столбик, второй столбик. Обратно возвращаемся. Вот так вот, смотрите. Оп. Охватываем эти 2 столбика, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Не сложно? Не сложно. Дальше. Накид. Возвращаемся в этот же столбик, который провязали. Сюда же нырнули одной ножкой, получается. Вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Накид. Один столбик пропускаем, следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Вот у нас 2 неполных столбика, и теперь общая верхушка. Провязываем вместе все 3 петельки. Раз. Теперь накид. И вот эти вот наши 2 столбика, раз, 2, так, вот мы возвращаемся назад, их как бы, а около них танцуем, вот так вот вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, получается столбик с накидом. И у нас по итогу, смотрите, какая интересная картина выходит. Видите? Вот такие вот интересные человечки, ножки, звездочки и так далее. Все, и вот так вот шагайте, провязывайте до конца ряда. Вначале накид сюда же, в эту же ножку, да, провязываете столбик с накидом не полностью. Столбик пропустили, в следующий столбик, вторая ножка. Теперь 3 петельки вместе, накид. Вот эти 2 столбика наши окружаем, танцуем вокруг них, оп, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. То есть у нас идут везде столбики с одним накидом. Угу. Не сложно? Я думаю, что вообще не сложно. Опять сюда же в ножку. Пропустили столбик в следующий столбик, вторую ножку. Провязали вместе. Накид. Раз, 2 столбика вернулись. Вокруг них станцевали. И провязываем по 2 петельки. 2. 2. Как вам? Угу. Не сложно? Не сложно, но оригинально. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Не сложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот такая красота у нас по итогу получается. Угу. Оригинально, необычно. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы провязали 2 столбика с общей верхушкой. Сверху над ними еще столбик. Далее накид. И у нас осталась последняя вот эта вот петелька подъема. Мы в нее ныряем и провязываем столбик с накидом. Все. Наш ряд закончен. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида. Далее смотрите. У нас здесь с вами получается, помните, да? Вот мы 2 столбика провязали, вот верхушка этих 2 столбиков. А вот здесь получается петелька. Это вот от нашего столбика, который находится сверху перпендикулярно. Вот мы в эту петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Затем верхушку 2 столбиков, столбик без накида. Затем в петельку от столбика, получается сверху, да, столбик без накида. Затем в общую верхушку 2 столбиков, столбик без накида. И вот так вот вы шагаете до конца ряда, просто провязываете весь ряд столбиками без накида. Сами себя контролируйте. Как бы говорите, да, столбик, верхушка. Чтобы не пропустить, да, невзначай. Столбик, верхушка. Ну или свои какие-то обозначения, да. Все. И вот так вот у вас получается столбики без накида и провязывайте до конца ряда. Все, давайте в конце ряда я вас встречу. До конца ряда самостоятельно. Так, смотрите, провязали практически до конца ряда. Ряд несложный, столбики без накида. И вот у нас, помните, были 3 петельки подъема в предыдущем ряду. Вот мы в третью петельку точно так же ныряем и провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. 3 воздушные петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. Здесь нам необходимо сделать еще одну воздушную петельку по узорчику. Получается 4 воздушные петельки. Накид. Смотрим внимательно. Вот это у нас был первый столбик. Да? Мы, получается, из него сделали воздушные петельки. Следующий столбик пропускаем. Так? И через один столбик провязываем столбик с накидом. У нас формируется вот такое вот как бы окошечко.
Мгм. Воздушная петелька, накид. Один столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с накидом. Еще окошечко. Воздушная петелька, накид. Один столбик пропускаем и следующий столбик опять столбик с накидом. И наша с вами задача вот так вот вязать до конца ряда, и у нас будет весь ряд из окошечек. То есть очень простой ряд. Угу. Пропустили, провязали. Все. Давайте самостоятельно до конца ряда. Это несложно, у вас получится. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши окошечки готовы. Все ровненько, аккуратненько, ничего сложного, так? Дальше что мы делаем? Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика ныряем и провязываем столбик без накида. В арочку нашего окошечка ныряем, столбик без накида. Опять в верхушку столбика, столбик без накида. Теперь в окошечко, да, вот именно непосредственно в арочку, столбик без накида. И вот так вот шагаете до конца ряда. Столбик, окошко, столбик, ну или арочка, да. Столбик, окошко, столбик, окошко, столбик, арочка, столбик, арочка. Вообще не сложно, да? Все. И вот так вот весь ряд столбиками без накида и провязывайте. Давайте, это несложно, вы справитесь самостоятельно. До конца ряда самостоятельно провязывайте, а там я вас встречу. Угу. Так, смотрите, вот наши столбики без накида готовы. Узорчик наш интересненький такой растет. Дальше что мы делаем? Мы провязали в последний столбик столбик без накида. Теперь 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. В следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Столбик пропустили и в следующий столбик провязали точно так же. 2 петельки, стоп. Теперь все 3 петельки вместе. Накид. Вернулись опять столбик, столбик, да? Вот, вернулись к 2 столбикам, окружили их и провязали столбик с накидом. То есть мы сейчас с вами повторяем вот наш ряд, где мы вязали вот такие вот интересные ножки, да, 2 столбика, сверху еще 1 столбик. Все, и здесь точно так же. Опять вернулись к ножке. Раз, столбик пропустили, в следующий столбик провязали вторую ножку, 3 петельки вместе, накид, окружаем 2 наших столбика и провязываем столбик с накидом. Все, то есть мы с вами, получается, уже просто будем повторять узорчик. То есть наш узорчик, вот такие вот ножки, назовем их, да, столбики без накида. Окошки, столбики без накида. Ножки, дальше у нас будут столбики без накида, окошки, столбики без накида. Все, 4 рядочка повторяйте до нужного размера вам образца. Для тех, кто разбирается в схемке, я сюда схемку прикладываю. Она очень простая, очень доступная. Так что смотрите, сами себя контролируйте. А кто не умеет вязать по схемкам, вот теперь обязательно посмотрите. Все настолько просто. Мы уже с вами все элементы провязали. Вы не запутаетесь. Вы поймете, где какие столбики помечены. И будет так вот потихонечку учиться. Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится, да? Я, в свою очередь, посмотрю, как у меня будет ниточка меняться. А узорчик вообще очень простой, но интересный и оригинальный. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. У меня получается 4 раппорта. Если будем посмотреть вот по этим вот ножкам нашим, да, раз, два, три, 4. Вот так вот интересно меняется цвет, так? Он переходит такой темно-темно, такой графитовый, наверное, серый, да? А потом будет, смотрите, переходить опять светло-серенький, в розовенький, потом в такой вот кремовый такой, да, цвет и так далее. То есть вот так вот здесь меняется ниточка. Вот кто не знал, кто хотел бы посмотреть. Вот именно так вот в крючке. В спицах, конечно, по-другому, более гладенько, но вот точно такой же переход. Как вам? Я пока вязала, я думала, что у меня будет другая сторона. Вот эта сторона у меня будет лицевой. А потом посмотрела, мне кажется, что это выглядит более рельефно. Как вам? Выбирайте любую сторону. В принципе, можно носить и на ту сторону, и на другую. То есть это может быть из других ниточек, это может быть палантин, да. Это может быть шарфик вот из этих ниточек. Из летних ниточек это оригинальные, интересные топики. Вот.
Это могут быть, а также и маечки летние, почему бы нет. Не забывайте, что узорчик мы можем поворачивать, он может у нас вот так вот располагаться. Это может быть что-то такое вертикальное, может быть в кофточке вы запустите данный узорчик, возможно в кардиганчике, да, то есть будет так вот удлинять силуэт. Вот такой вот объемный рельефный элемент тоже будет подчеркивать узорчик. Будет интересно. Пробуйте, вяжите, опять же, вот так можете перевернуть. У вас будут вот такие вот галочки, да, вот такие вот рогаточки, например, стоять вот на таких вот ножках. Пробуйте, экспериментируйте. Если уже что-то вязали данным узорчиком, рассказывайте, нам будет интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки, да. То есть абстрагируйтесь непосредственно от ниточек и смотрите, что можно будет связать. Это может быть полипропиленовый шнур, сумочка. Может быть, ну да, с подкладом и так далее. Это может быть и также и коврик, почему бы и нет. Если вы, например, не сделаете вот такие вот элементы в виде окошечек, то это будет рельефный, так скажем, для массажа ножек очень интересный коврик. Почему бы и нет? Пробуйте. Пробуйте, вяжите, что-то заменяйте, что-то комбинируйте с другими узорчиками. Вы большие дизайнеры, у вас, естественно, идей много-много-много. Из моих ниточек, смотрите, вот так тянется узорчик, видите? Из ваших ниточек он может тянуться больше, может тянуться меньше. Давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Например, вот именно из этой пряжи, да, моей рукой, плотностью, да, моей и моим крючком у меня это получается, ну, 17,5 точно, где-то около 18. И тут получается, если 4 ряда, это один раппорт, раз, два, три, 4, 16 рядочков. Так, это получается, смотрите, 15 сантиметров, ну, с небольшим, так скажем, хвостиком, 15,2. Вяжется очень и очень просто. Вот, вы можете вот данный элемент взять себе в какой-либо узорчик, да, вы можете не провязывать окошечки, провязать просто столбиками, либо какой-то дополнительный элемент. То есть скомбинируйте узорчик, и будет очень даже интересно. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты, смотрите в удобное для вас время, вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is